Доброго времени суток, дорогие! В этом выпуске я хочу прорисовать карту желаний, используя методику нейрографики. Наступил Новый год по восточному календарю, и традиционно это самое подходящее время для того, чтобы выполнить карту желаний. На карте желаний мы отобразим все, что мы хотим получить и достичь до конца года. Наши цели, наши пожелания, успешный исход важных событий для нас и для нашей семьи, а также наш рост и развитие в различных сферах нашей жизни. Перед рисунком выпишите все, что вы хотите получить и достичь до конца года. Сначала выпишите наиболее важные для вас моменты и события и дополните список остальными пожеланиями на этот год. Это и будет намерением на практику, исполнение наилучшим образом всего, что вы выпишете в своем списке. И после этого выпишите список из 20 и более слов за 2 минуты. Выписывайте все слова, которые вам придут по вашим пожеланиям на этот год. Итак, начнем. Возьмите лист А4, также по желанию вы можете использовать лист А3 для того, чтобы прорисовать свою карту желания на листочке большего размера. Выберите наиболее важный для вас пункт из списка, например, на финансовый рост. Произнесите вслух или про себя то, что вы выписали по этому пункту, и отобразите ваше желание или стремление в виде фигуры на листочке. Вы можете использовать любую фигуру, можете использовать квадрат по желаниям, связанным с стабильностью, треугольник по желаниям, связанным с прорывом, либо круг по желаниям, исполнение которых вы хотите наиболее гармонично и без каких-либо потрясений. Поскольку карта желаний – это больше про визуализацию, на карте желаний мы размещаем изображение того, что мы хотим. Это могут быть вырезки из журналов, либо распечатки, фотографии. И мы используем изображения, соответствующие нашим желаниям и целям. И глядя на эти картинки, мы визуализируем то, как у нас исполнится подобное желание. Например, если мы хотим приобрести дом, то мы на карте размещаем изображение дома с желаемым стилем, максимально отображающий то, какой именно дом мы хотим. И глядя на это изображение, при размещении картинки, а также в течение года, мы визуализируем, что мы становимся владельцами такого же дома. Аналогично этому на карте желаний с применением методики нейрографики мы прорисуем фигуру, отображающую наше желание или цель, и после прорисовки выполните практику визуализации. Представьте образ исполнения вашего желания. Если это желание по доходу, то представьте, как вы получаете желаемый доход, как вы приходите к нему, успех каких проектов приносит вам желаемый доход. Представьте, как вы получаете эту сумму на ваш счет, либо наличными. Можете визуализировать цифру вашего дохода. Представьте конечный результат исполнения вашего желания, как он будет выглядеть, как если бы вы сделали стоп-кадр вашей жизни на момент исполнения вашего желания, либо на память сделали фотографию, на которой вы радуетесь достижению вашей цели или исполнению вашего желания. Внутри кружочка вы можете ручкой прописать, к какому желанию относится ваш кружочек, либо проставить номер, соответствующий вашему списку желаний, либо просто запомнить, с каким желанием связана у вас данная фигура. Далее добавьте следующее желание из вашего списка. Вы можете рисовать фигуру размером, соответствующим важности вашего желания. Проговорите вслух либо про себя второй пункт из вашего списка и прорисуйте фигуру.
После того, как вы прорисуете, также в течение 1-2 минут выполните визуализацию вашего желания, представьте в деталях, как будет выглядеть результат, и далее добавьте остальные желания из вашего списка. Вы можете проговаривать «Я хочу в этом году» и произнести то, что вы хотите. Вот такие кружочки я прорисовала. И далее необходимо выполнить округление всех пересечений с острыми углами. Видео о том, как выполнять округления и другие важные шаги по основам нейрографики смотрите у меня на канале в отдельном плейлисте. Ссылку на плейлист я оставлю в описании к этому видео. После этого проведите нейролинии для того, чтобы связать все ваши пожелания между собой и образовать единую композицию на данный год. Включить все ваши желания и цели в текущий год, включить в него исполнение ваших желаний наилучшим образом. Какие-то желания могут исполниться полностью, по каким-то будут только посеяны семена. Все зависит от того, насколько вы готовы к тому, чтобы то, что вы хотите, пришло в вашу жизнь. В какой степени оно придет к вам, в каком проявлении. Через данный рисунок вы отправляете запрос во Вселенную с вашими пожеланиями, озвучиваете их, фокусируетесь на них, выражаете свое волеизъявление. Вы отображаете на этой карте то, что вам важно в данном году, чему вы хотите уделить внимание, свои силы, ресурсы, свои таланты, что вы хотите привнести в свою жизнь и какой опыт вы хотите получить в этом году. Опыт достижения, опыт радости, опыт счастья, опыт роста, развития, опыт улучшения своей жизни. Сейчас, находясь в этом состоянии, зарядив себя тем, что вы хотите, проведите нейролинии. Главное, чтобы через каждый кружочек у вас проходила хотя бы одна нейролиния. И сейчас выполните округление всех острых углов. Тем самым вы прорабатываете все острые моменты в исполнении ваших желаний, сглаживаете конфликты, убираете препятствия. Следующим шагом добавим цвет в наш рисунок. И делая это, мы будем добавлять наши эмоции. Раскрасьте каждый кружочек цветом, который вам нравится. И раскрашивая, прочувствуйте то состояние, которое вы будете ощущать, когда ваше желание исполнится. Эмоции радости, удовлетворения, полученных результатов. Вы видите на рисунок все, что вы будете чувствовать при исполнении ваших желаний в этом году. Добавим в рисунок линии поля, линии высших сил. Далее нужно выполнить округление всех острых углов в пересечениях линий поля с остальными элементами рисунка. Таким образом я добавила помощь высших сил на свою карту желаний. Я выделила фигуру фиксации. У меня получился большой круг. В него вошли наиболее актуальные, наиболее важные для меня желания на данный год. Также я усилила раскраску по внутренним краям круга, для того, чтобы еще больше выделить свою фигуру. После выполнения работы повесьте рисунок на видное место, возвращайтесь к нему время от времени, заряжайте свои желания через визуализацию, через состояние, которое у вас будет, когда желание исполнится. Также периодически возвращайтесь к рисунку, чтобы отметить для себя, что уже исполнилось
из вашего списка желаний для того, чтобы выразить благодарность Вселенной за исполнение. А к концу календарного года подведите итоги, что исполнилось в данном году, что стало неактуальным, что начало исполняться, и вы захотите продолжения исполнения вашего желания в новом году. Также вы можете зарядить свой рисунок. Для этого у меня есть отдельный выпуск с медитацией на то, чтобы заряжать свои желания. Напомню вам о своих марафонах. Ссылку на марафоны вы можете найти на главной странице моего профиля, а также в описаниях к некоторым видео. Благодарю всех за просмотр, желаю вам исполнения ваших желаний и достижения целей наилучшим образом в данном году. До новых встреч!